Всем доброй ночи. Мы сегодня с Пусей будем колдовать и показывать вам ритуал, который вам очень будет нужен. Точнее, дарить вам ритуал. Один ритуал я подарю всем, второй я сниму для практиков, но это уже после. Он сейчас пушистый, лохматый, его надо постричь в ближайшие дни, ну ничего. Не так симпатяга, да, Пусек? Друзья мои, дело в том, что животные, в отличие от людей, нам отвечают добром за сделанное добро. Если ты кормишь собаку, если ты любишь собаку, любая собака, даже самая агрессивная, даже самая злобная, никогда не ответит злом тебе, в отличие от людей. Очень часто делая добро людям, мы получаем от них очень много боли, очень много скотства. Именно поэтому чаще всего мы предпочитаем проводить время с животными, чем с людьми. К сожалению, приходит такой момент, когда ты животному доверяешь больше. Животные – это не просто наши братья меньшие, они иногда как наши младшие дети. Мы к ним привязываемся, мы очень тяжело переживаем их потерю, мы их очень любим всей семьей. Это становятся такие любимцы, такие избалованные детеныши. И они приносят радость нам в жизнь. И животные нам случайно не даются. Животные всегда даются в тот момент, когда нам особенно тяжело и когда нам нужна защита извне. Вот в этот момент нам дается наш детеныш маленький. Они сами нас выбирают. Когда люди покупают щенков, чаще всего они берут того щенка, который подбежал к ним. Точно так же касаемо кошек. Кто-то любит собак, кто-то кошек. Я считаю, что от собак больше отдачи любви. Кошки, они сами по себе. Но в любом случае есть люди, которые любят кошек. Это их предпочтение. Лежать пусть. Лежать. Давай. Я знаю, что ты устал, но чуть-чуть полежи. Мы живем в такое время, когда очень много жестоких людей, которые срывают свою злобу, свою неустроенность на беззащитных животных, зная, что они им ничем не ответят. Хочу сказать таким людям, что то, что они творят с живыми существами, это все выльется в их жизни. Они обязательно за это заплатят. Обязательно. Заплатит их род. Я помню когда-то определенным живодеркам, когда вся страна горевала, что с ними ничего не случится, я в их странице ВКонтакте написала, что они обязательно сядут. Со мной спорили, что это не получится, к сожалению. Я сказала, что они сядут. И, собственно говоря, что и произошло. Будь прокляты такие люди, потому что такое отношение к живому существу, ну, это непростительно. Как сделать так, чтобы ваш младший ребенок или даже ваши животные, скажем, домашний скот, коровы, куры и прочее, чтобы они не погибли от рук нехороших людей, чтобы они не заболели, чтобы они были защищены, чтобы они не пропали. Если вы живете в селе и вы гоните коров, чтобы волки их не задрали, чтобы как бы защитить свой домашний скот, свою живность, ну, в том числе и любимцев. Вы знаете, издревле были боги, защищающие животных. Но я выбрала одного из них, который воплотился и в веканской традиции, как Кернун, но потом Кернун, он как бы от лесного бога перешел к более такой ипостаси. Есть на Кавказе до сих пор изваяние рогатого бога, который защищает животных. Так вот, один из самых сильных культов, самых почитаемых культов Северного Кавказа, после перешедших к скифам, сарматам и поволжским, значит, народам, это Ацха. Позже его сделали еще богом, значит, отвлекаешь меня, Пуся. Позже его сделали еще богом охотников. Но в то же самое время, когда человек пропадал в лесу, когда человек, значит, не мог найти дорогу обратно из леса, он призывал этого бога для того, чтобы тот защитил его от волков и прочее. Это самый сильный культ бога-защитника животных.
Если вы хотите сделать оберег своим маленьким животным, своим любимцам, которые у вас живут дома, точно так же и живности, которая у вас во дворе живет, да, вы можете провести этот ритуал. Вы можете начитать, если у вас много, скажем, живности, много там гусей, кур и прочее, можете возле там курятника прочитать или гусятника, можете прочитать над коровами, там рядом стоять и прочитать. Я сейчас скажу, каким образом. Если вы живете в квартире, у вас собака одна или кошки есть и так далее, тогда на каждого из них нужно читать. То есть на интеллектуально более такой развитое животное надо читать именно лично вот так с ним посидеть и почитать. Можете положить его на ткань, на стол, можете где-нибудь на диване прочитать. Это особо такого значения не имеет. Сейчас, секунду, я забыла еще одну деталь, поскольку Пуся меня отвлекает. Пусть сидит, не двигайся, Пуся, просто посиди. 2 секунды, я тут. Вот. Что мы с тобой забыли, Пусть? Мы забыли с тобой воду. Воду. Ну, пока ты не пей, хорошо, Пусек? Все. Вам нужен будет стакан воды. Если ваша живность не захочет пить, просто берете и мажьте вот на губки, вот носик, на губу мажете воду. Если вы будете читать над курицами, над там другой живностью, то просто плесните воду на них. Если над коровами, постарайтесь намазать верхнюю, значит, губу или нос водой. Итак, поскольку он нетерпеливый, я быстрее это сделаю, чтобы он меня не отвлекал. Призывать можно это божество, ну, скажем, когда вы считаете нужным. Не каждый день, естественно, но раз в полгода ставьте защиту своим животным, чтобы у них ничего не случалось. Для сельских животных можно почаще, потому что они подвержены всяким вирусам, всяким там, всякой всячине, вот, всяким болезням, чтобы ваша живность... Кроме того, я вам скажу, что вот проведя этот ритуал, через некоторое время вы заметите, что у вас животных становится больше. Но я имею в виду сельская местность. Да? Хозяйство расширяется, потому что у них они более плодотворные бывают. Поскольку, когда вы призываете Бога, охраняющего животных, вы понимаете, что у ваших животных будет особое положение. То есть они будут под его охраной и щитом. Итак, начнем. Читать нужно 1 раз. Если у вас много живности, еще раз говорю, в селе, то, например, возле каждой, значит, коровника, возле свинарника, возле курятника и так далее, по отдельности читайте. Ну, пусть. Прям тебе все надо. Все, лежать. Все. На грозной скале, на двуглавой горе, замок бога Ацха. Ацха древний, Ацха защитник, Ацха заступник за зверей и живность, за домашних животных, за скотину, Ацха помощник, Ацха заступник, звериный отец. Прошу и заклинаю, к тебе призываю, великий Ацха, отправь защитника моему звериному дитю. Пусть оберегает мое звериное дитя от напастей. Заключаю союз между мной и тобой, Бог-защитник зверей. Береги моего зверя от болезни, от лиходея, от отравы подброшенной, от растерзания, от катастроф, от пропажи и воровства. Дай ему свой век прожить в счастье, да в сытости рядом со мною. Даю тебе слово любить и оберегать, словом, делом не обижать. Делю с ним воду и заключаю с ним союз. Берете вот так воду. Вот так мажете. Пусть. Ты будешь пить, Пусть? На, пей, Пусть. Вот, умница, молодец. Мое звериное дитя под защитой Бога Ацха вручаю,
Ацха, ацха, защити моего зверя. Твоя защита ишит, отныне на нем заклято. Если дело касается домашней живности, то слова «буду любить, оберегать» не нужно произносить. Просто попросите защитить, поскольку вы домашнюю живность держите для мяса, для употребления. Правильно? Постарайтесь, если вы, значит, живете этим, если вы торгуете мясом, если вы, скажем, держите коров, свиней для, естественно, для мяса, это испокон веков так идет, и мы не вправе менять устои мироздания. В любом случае, постарайтесь это сделать безболезненно, чтобы животное не чувствовало боли, чтобы оно даже не поняло, что с ним происходит. Чем гуманнее по-человечески вы будете умерщвлять животное, которое предназначено для мяса, тем больше вам сочтется в этом мире. Пользуйтесь этим ритуалом, немножко отвлеклись, поскольку вот это лохматое создание не дает ничего делать. Пусть, ну ты сейчас перевернешься, иди сюда. Я скоро дам и практикам ритуал для снятия болезней животных. Так снимала и моя мама, она тоже умеет определенные вещи. И я помню, когда к нам приходила женщина, у которой корова не давала молока, и вот мама моя сняла вот эту напасть, и после этого она нам долгое время носила молоко в благодарность. Я этому вас научу в том числе. А пока вот этот ритуал дарю всем, у кого есть домашнее животное, домашний любимец или хозяйство, которое они хотят защитить от воровства, от напасти, от пропажи, от болезней, от прочего-прочего. И после того, как вы начитаете эту защиту, вашей живности станет 3 раза больше, потому что если Бог, защитник животных и зверей, придет к вам на помощь, то, естественно, ваше хозяйство процветет. Я думаю, что девочки распечатают, текст будет под роликом, и вы спокойно, четко, ясно себе можете переписать или через там, значит, скопировать и пользоваться на здоровье. Удачи вам. И от Пусика тоже удачи. Ух ты. Работяга не спит со мной до утра. Удачи.